Здравствуйте. Станут ли все дороги в России платными, как пообещал замначальника управления регионального развития Росавтодора Денис Кирюхин? На форуме «Казань Digital Week» он рассказал, что способ пополнения дорожных фондов в России может поменяться. Выступая в Казани, Денис Кирюхин пояснил, с бюджетом есть ограничения. Растет стоимость строительных ресурсов, растет стоимость содержания. Когда принимались законы о дорожных фондах, не учитывались современные тенденции, в том числе электромобили. Мы должны прийти к социальной справедливости. Кто пользуется инфраструктурой, тот и платит. Из этой живописной кучи аргументов торчат слишком острые углы неумных оправданий. Кирюхин прав лишь в одном. С бюджетом есть ограничения. Не из-за электромобилей, из-за войны. Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей не имеет никакого отношения к деятельности и деньгам Росавтодора. Электрификацией занимаются сами операторы АЗС. Сеть электрических заправок растет в стране на деньги владельцев этих самых заправок. Не по доброй воле, из-под палки, по принуждению правительства. Заставляя людей пересаживаться на электромобили, власть не планировала тратиться на инфраструктуру и потребовала от частного бизнеса оплатить электрификацию страны из собственного кармана. Глупое оправдание. Замначальника управления регионального развития Росавтодора Денис Кирюхин утверждает, что растет стоимость строительных ресурсов, растет стоимость содержания. Не существует бюджетных денег. Есть только деньги налогоплательщиков. Население России своими налогами оплатило строительство дорог, после чего Росавтодор еще раз отобрал у населения деньги на содержание дорог. Не хватило, надо бы еще. Отсюда стоны про ограничение бюджета. Опять глупое оправдание. Деньги населения ушли на войну. Воевать Россия не прекратит никогда, доходы от нефти падают, следовательно, надо не войну прекращать, а вводить плату за каждый километр. Как грузовой Платон, только отныне вообще для всех. В этом представитель Росавтодора видит справедливость. Не в том, чтобы не воевать, а в том, чтобы население больше платило. Глупо, нелогично. Идея сделать каждую дорогу в стране платной не случайно озвучена на цифровом форуме. Именно у Дениса Кирюхина есть подходящее решение. Росавтодор в состоянии внедрить повсеместную безбарьерную систему оплаты, не требующую отдельных транспондеров, шлагбаумов, контроля. Цифровой надзиратель позволит сделать платным любой метр, даже если водитель просто переставлял машину у себя во дворе. Следить станет собственный автомобиль при помощи GPS, или ГЛОНАСС. Это позволит брать деньги вообще за любое действие, связанное с машиной. Нынешняя система отслеживает только езду по шоссе. Благодаря способностям Росавтодора платным станет заезд в ремонтный бокс, мойка на соседней лужайке, буксировка на тросе в автосервис. Любое перемещение автомобиля даже на 1 сантиметр будет оплачено водителем. Первый этап к 2027 году распространить систему взимания платы на некую опорную сеть автодорог, то есть сделать платными все федеральные трассы. Второй этап к 2030 году внедрить технические решения неизбежной оплаты каждым автомобилем в России всякого пройденного сантиметра. Это будет как с мобильным телефоном, посекундная тарификация. Всеобщая, неизбежная, по мнению Росавтодора, справедливая. Как только замначальника управления регионального развития закончил выступление на цифровом форуме в Казани, возникло массовое желание угостить Росавтодор коктейлем Молотова, украсив эту огненную красоту лично Денисом Кирюхиным. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Поняв, что запахло жареным Денисом Кирюхиным, представитель Росавтодора Николай Шестаков оттащил ведомство в сторону, оставив на растерзание одинокого замначальника, сообщив, что данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство транспорта не поддерживает эту инициативу. Неправда.
Полностью платные дороги по всей стране, в каждом дворе, за каждый сантиметр, зафиксированы в транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, написанной Минтрансом в 2008 году, дополненной и улучшенной в 2021 году, утвержденной распоряжением правительства. Станут ли все дороги в стране платными? Каждый пройденный метр, каждое действие за рулем? При этой власти – да. Мастерить автомобили с кузовом «Универсал» из престижных седанов было плебейством. Ни одна фирма ни за какие деньги не бралась переделывать свой серийный престиж под крестьянские нужды и отказывала даже самым богатым клиентам. И не то чтобы действительно кому-то так остро требовался «Мерседес», «Бентли», «Феррари» в колхозном кузове, но когда личный гараж переполнен престижем и пафос вываливается за ворота, почему бы не потратиться на золотой унитаз, такой, чтобы все увидели, обернулись, пару минут обсуждали. Поскольку сами фирмы не брались за художественную резьбу по кузову, выпиливание лобзиком по лекалам заказчика, брались сторонние мастерские. Они вроде бы считались вполне умелыми, но, например, Мерседес С-класса никому из них не удался ни разу. Самая свежая поделка с немолодым С-классом в 140-м кузове. Как и многие прочие нелепые автомобили, первым так изуродовать машину попросил султан Брунея Джеффри Белкиах. Поскольку Мерседес от султана в ужасе отшатнулся, воплощала затею вполне вменяемая фирма AMG. На тот момент она еще по инерции считалась самостоятельной и вроде бы никак не пачкала мундир. Султан заказал 18 универсалов. Он вообще любил мелкий опт, щедро полагая, что тем самым превращает свои затеи не в каприз, а в выгодный мелкосерийный бизнес. АМГ принялись за работу, добавив к 140-му донора – универсал Е-класса. Пилили, варили, красили, долго, старательно сделать красиво не смогли. Сделали надежно. Вдруг Белкиах займется частным извозом и начнет бомбить на рынке, подвозя лавочников с товаром, тогда и поблагодарит за качество работы. А что некрасивое, так ведь и сам заказчик не Ален Делон. И со вкусом у него не все в порядке, если он додумался громоздить такой универсал. Чтобы таксующий султан оставался самым главным даже на подработке, АМГ отлично поработала над двигателем. Логично, что это полагающийся 600-му В12, но ему увеличили объем, он стал 7,3 литра, мощность 525 лошадиных сил, и, чтобы уж наотмашь, добавили турбину. Мощность шепнули султану на ухо, чтобы нечаянно не лопнул от гордости. Белкиах партию оплатил и увез свой знаменитый на весь мир самый большой частный гараж на планете, похоронив покупку где-то между остальными 7 тысячами автомобилей. Но от турбины он быстро отказался и для своих последующих «Мерседесов» заказывал 7,3, но атмосферные, развлекаясь ими на купе SL в кузове R129. Оказывается, существует мода на Белкиаха, его безумство и его нелепые машины. И в мире случаются люди, желающие себе автомобили султанского образца. И 5 лет тому назад нашелся клиент, пожелавший себе «Мерседес» в 140-м кузове, но при этом универсал и непременно такой, как у султана Брунея. В Брунее руль справа. Все машины Белкиаха с правым рулем. А клиенту захотелось такую же, но с перламутровыми пуговицами, то есть с левым рулем, и он заказал изготовление некрасивого «Мерседеса» немецкой тюнинговой фирме Falcon Design. Султанский заказ датирован началом 90-х. И этот случился в разгар ковида, когда всей планете было нечего делать и скука толкала на подвиги. Falcon Design выкатил роскошный ценник за услуги, получил финансирование и отлично провел время, катаясь по всему миру в исполнении заказа. Ведь где в наши дни добыть живого 140-го, как не в Японии? Полетели в Японию, где модно ездить на дорогих европейских машинах не с тем рулем. Нашли, купили, привезли, но не в Германию, а в Турцию.
где руками местных чеканщиков приварили в нужном месте кусок Е-класса. Помимо правильного руля, немцы с турками позволили себе еще одно отличие от брунейского варианта. Не стали делать заднее сиденье складывающимся, привинтили стационарное, забрав часть багажного отделения под усилители, крепеж и акустику. Машина получилась дважды уникальная и никому не нужная. Заказчик наигрался в нее еще быстрее, чем Джеффри Белкиах, и выставил на аукцион, попросив стартовую цену в 270 тысяч евро. Именно благодаря аукциону человечество узнало, что даже на такого странного человека, как султан Брунея, существует мода. Султанские упражнения не единственные. В копилке С-класса много других нелепых переделок. Над ними упражнялись с такими же грустными результатами прочие фирмы. Зато после султанского заказа стало модным на любой переделанный «Мерседес» клеить 3 привычных буквы АМГ. Но леворукая копия праворукого султанского экземпляра наиболее выдающаяся ввиду избыточного абсурда. Миру не хватает 3 ключевых фигур – Черчилля, де Голля, Рузвельта. Им сейчас самое время. В прошлый раз они управляли ходом истории, победили в войне, навели порядок. Каждый был очень кстати, а втроем они и подавно оказались главными на земле. Сегодня есть только просроченный Трамп, ухоженный Макрон, недолгий Стармер. Они ни оптом, ни в розницу ничего делать не в состоянии. За них проголосовали и сели ждать, что будет. Америка на всякий случай не вспоминает Рузвельта, Франция не очень пристально к де Голлю, и только англичане своего Черчилля не только вспомнили, но и предъявили. Английский юмор сам по себе шутка. Про него слышали, но не поняли, и считается, что любая глупость с пафосом и на английском является тем самым проявлением юмора, который принято не понимать. Англичане пошутили лендровером. В 2016 году прекращено производство самого легендарного автомобиля Великобритании Defender, потому что надоел. Фирма Land Rover настолько упивалась манией величия и так верила в собственную безупречность, что развалила все производство целиком и каждой модели в отдельности. И только благодаря индийскому Ратану Тати осталось живых. Самый запущенный в гамме – Defender. В нем отсталым, архаичным, плохо сделанным было все. Отвратительный фордовский дизель без ресурса, допотопная трансмиссия, надоевшая всем механика вместо победоносного автомата, скворечник вместо салона и прокруст вместо эргономики. Defender шикарно выглядел, отлично смотрелся на газоне, идеально подходил для фотосессии, но в остальном был невыносим. Окончание производства Defender оплакивали слезами счастья, сопровождая трогательными некрологами и ликованием. Сняв Defender с производства и передав имя проходной модели, не имеющей на него никакого права, фирма, обманывая сама себя, продолжила выпуск. Land Rover создал специальное подразделение исторического наследия и стал мелкими сериями производить классический Defender, но улучшенный и почти без ошибок. Сделать по уму руки дошли только после смерти машины. Defender'ам исторического наследия подправили эргономику, полностью переделали салон, убрав кирзовую казарму, и, наконец-то, поставили автоматическую коробку, о которой их просили 50 лет. Исправленный Defender настолько популярен, что спрос превосходит предложение. За ним, наконец-то, очередь. Сегодня, когда вокруг то ли война и немцы, то ли цирк с конями и есть острая необходимость в Черчилле, Land Rover единственный, кто осмелился напомнить стране и миру о победоносном премьер-министре Великобритании. И в силу собственных скромных возможностей Land Rover приступил к выпуску ограниченной серии классических Defender'ов под названием Churchill Edition. Уинстону Черчиллю в 1954 году, на 80-летие, фирма подарила Land Rover первой серии зеленого цвета. Растеряв историческое наследие, англичане машину упустили, и сегодня она находится в Швейцарии, а вовсе не в заводском музее Land Rover, где ей полагалось бы быть.
На той машине к 80-летию номера были с цифрой 80. Вся нынешняя серия Черчиллей такого же зеленого цвета, как в 1954 году, с наклейками 80 и единым логотипом Land Rover Churchill. Всерьез улучшать салон фирма не стала, но главную проблему устранила и, наконец-то, поставила долгожданный автомат. Двигатель не столь важен, но зато это атмосферный V8 мощностью 400 лошадиных сил. Машины исторического наследия обычно пятидверные. Клиенты за короткую 90-ю версию платить как за самолет не очень любят и берут максимального 110-го. Но поскольку в 1954 году все лендроверы были только короткими, в ограниченную серию включили оба варианта и трехдверный 90-й вариант за 279 тысяч фунтов стерлингов и пятидверный 110-й за 291 тысячу фунтов стерлингов. Англичане решили, что поскольку никакого другого Черчилля не будет, так пусть хоть такой. Если кто не понял, это и есть английский юмор. Полицию придумали для того, чтобы пугать население в отсутствие дворян. Пока аристократы доедут, начнут сечь плетьми, оказавшийся поблизости полицейский решит этот вопрос за них. В тех странах, где дворян мало или всем отрубили головы, необходимость пугать население еще выше. Поэтому полиции требуется еще больше. Полиция – визитная карточка власти. Чем она страшнее, тем власть сильнее. В наши дни сила государства видна по покрою формы, оружию, транспорту полиции. Страшнее всего конная полиция. Поскольку от лошадей человечество отвыкло, конница пугает сама по себе, а в полицейском исполнении и подавно. Государства с конной полицией выглядят сильными, население присмотренным. Очень показательна форма. Когда советская милиция ходила в сером, она опустилась на нижнюю ступеньку социальной лестницы. Милиционер считался позором и выглядел максимально убого. Оружие. Британская полиция безоружна и лишь годится для селфи. Американская полиция вооружена и не очень стреляет. Израильская полиция стреляет. Германская полиция долго разговаривает. Советская милиция оставалась безоружной и в стране авторитетов, фрейров, блатных не воспринималась. Зато теперь страшнее российского полицейского еще поискать. Транспорт. Голливуд сочинил легендарного американского полицейского на огромном автомобиле с огромным пистолетом, огромным авторитетом. На самом деле американский полицейский не сильно превосходит советского мента, но Мосфильм слишком беспомощен, чтобы спорить. В любом случае, пока у полицейского красивая форма и большая машина, он выглядит властью, силой. Европа болеет толерантностью, терпимостью, экологичностью. Поскольку повседневного диалога власти с населением практически нет, а выборы случаются раз в несколько лет, регулярные контакты государства с людьми остались лишь у полиции. И на разговор с публикой современный полицейский в Европе все чаще приезжает на посмешище. Когда на франкфуртском автосалоне Мерседес впервые показал смарт в полицейском исполнении, это казалось шуткой. Немцы открыли учебник юмора, плохо перевели с французского и получили пародию. Нельзя всерьез относиться к полицейскому, если он приехал наводить порядок на смарте. Это инвалидка для бабушки, но никак не боевая машина власти. Смарт подорвал устои Германии сильнее Ангелы Меркель с ее иммигрантской политикой. Полицейский смарт. Это смешно настолько, что уже не важно, что там кричит гер-полицай. Как и не имеет значения, этот смарт бензиновый или электрический. Но электромобиль все-таки смешнее. Когда греческая полиция появилась на публике в электрическом ящике Citroën Ami, диалог общества с властью иссяк. Говорить стало не о чем. Если у государства такая полиция, значит государство ничтожно. От Греции никто и не ждал особой силы и могущества, но столь показательная беззащитность тоже чрезмерная. Затем на этой же коробке из-под обуви в люди выехали итальянские карабинеры. Для Италии коробку переименовали в Fiat Topolino.
Итальянский кинематограф до последнего боролся за имидж карабинеров, снимал про них отважные фильмы о войне в Афганистане. Газеты из последних сил писали про итальянских полицейских на «Ламборгини», доставляющих донорские органы со скоростью ветра. Став посмешищем, показавшись на людях в электрическом Тополино, диалог с обществом карабинеры закончили. Теперь об них начнут гасить окурки, кидаться стаканчиками, приклеивать на стекло жевательную резинку. Но даже электрическая кофеварка с мигалками не финал. Нижняя точка падения – полицейский на велосипеде. Даже Голливуд не справится. Автомобильный рынок Армении очень скромный. На пике в 2006 году страна купила 12 тысяч новых легковых автомобилей. В наихудшем 2020 только 805. Средняя температура по рынку около 5000 новых машин в год. Поэтому ежегодная выставка Armenian Auto Show в спортивно-концертном комплексе имени Демирчана – важнейшее автомобильное событие. Основная тенденция, обозначенная на этом автошоу, она вполне понятна – всеобщий Китай. Китайцы пытаются затоптать любой рынок, и армянский не исключение. Но в Армении все самое интересное и важное происходит вне парадных шоурумов, без участия официальных дилеров. Вожделенный «Мерседес» никакие китайцы не переспорят. Если Россия покорно сдалась китайцам и уговорила себя поверить, что это норма, то в Армении китайцы никому не нужны, и единственное место, где на них станут смотреть, это выставка. Одинокий бренд из нормального мира – корейская Kia. Звезда салона и главная премьера – К4. Машина 2024 года. В Европе представлена 17 сентября 2025, в Армении – 26 сентября. Прежнее поколение К4 было китайским, выпускалось только в Китае и предназначалось китайцам. Нынешнее поколение родом из Мексики предназначено для приличных людей. Автомобиль канонический, у него нет полностью электрической версии, есть один гибрид и широкая гамма полноценных бензиновых двигателей. Стартовый мотор 1.6, 114 лошадиных сил. Есть привычный нам 1.6 MPI мощностью 122 лошадиные силы. Есть еще более правильный 2-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил, но сама Kia предлагает обратить внимание на турбированный 1.6 мощностью 190. В табеле о рангах К4 заменил собой Церата. Армения обладает ядерной энергетикой, у нее своя атомная электростанция и очень плохо с бензином. Поэтому электромобиль Kia EV5 на стенде был весьма к месту. Это свежий кроссовер образца 23 года, всемирный настолько, что его выпускают не только в Корее и Китае, но даже в стране, которую трудно заподозрить в автомобилестроении – в Сингапуре. EV5 всегда на батарейках, в комплектации с 2 моторами он полноприводный, что немного разбавляет электрическую оскомину. Kia Niro. Нам это имя ничего не говорит. В Германии и Америке оно давно известно. Niro второго поколения. Он всегда либо немного электрический, гибрид или плагин-гибрид, либо полностью электрический. Внезапный Максус. Бренд никак не умрет и все еще удивляет реинкарнациями. Это тот самый английский LDV Maxus, который в 2004 году был только коммерческим фургоном типа нашей «Газели» и выпускался в Бирмингеме. Затем умер
Его труп в 2006 принесло в Россию, где по Некрасову «Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца», английская «Газель» стала русской и выпускалась на Горьковском автомобильном заводе. Но в 2009 году «Максус», как непотопляемая русалка, вновь выпала из хозяйствующих рук. Труп уплыл в Китай, где достался концерну «САИК». И вот теперь «Максус» — это что угодно, кроме фургонов. Отныне это электрические минивэны «Мифа-7» и «Мифа-9» и пикап «Террор-9». Китайцы вежливо пишут его с опечатками «Е-Террон-9». «Террор» — самый свежий пикап. Он есть в модном исполнении под 2 пальца в розетку и есть вменяемый с дизелем и полным приводом. В душе он все еще англичанин, иногда продается под брендом MG, но изо всех сил хочет быть американцем и сам себе кажется немножечко «Шевроле». Самое парадоксальное, что в Аргентине он еще и Volkswagen Amarok второго поколения, которого якобы в Южной Америке не существует. Не путайте с европейским вторым Амароком, который Ford Ranger. Очевидный промах китайцев – розовые фламинго в лучах заката. В Армении розовую машину показывать опасно, пытаться продать безнадежно. Но когда китайцам все армяне на одно лицо и представление о стране у них из Википедии, тогда розовая. Кроме цвета в этом изделии больше ничего интересного, зато розового много и с размахом. Когда цвет – единственный аргумент, его добавляют без оглядки. Китайцы почему-то не уточнили, за кого они болели, когда усердствовали в создании шедевра – за Барби или за Китти. Танк вездесущий, известен в России, пробует себя в Армении. Продается везде, где сумеет. Он местами гибрид, немного автомобиль и чуть-чуть внедорожник. Аккумулятор у него сел сразу, что потребовало срочных мер. Для большего сходства с автомобилем у него легковой салон, что не очень подходит внедорожникам. В Армении танк 500 на 200 тысяч дешевле, чем в России. Скидку дилер дает сразу на стенде, благодаря чему машина стоит в пересчете на рубли 5 миллионов 790 тысяч 305 рублей. Поскольку с электричеством глухо, как в танке, машина не открывается и надо подождать до завтра. Даже с китайцами случается экзотика. Машина без имени, но в должности Energy Car. Пасется на газоне, нанося ему очевидную пользу. В действительности это Фэнг Чэнг Бао Тай 3, он же в душе немножечко леопард. Творит их концерн BID. Главное достижение машины – функция распознавания местности, чем она и занимается на газоне, распознает. Завод «Москвич» силами своего китайского конструкторского бюро создал долгожданный минивэн. АЗЛК над минивэнами работал 30 лет, но не преуспел. Нынешние конструкторы показали его на Armenian Auto Show под привычным псевдонимом «Джак». Прежде «Москвичи» были для дешевых покупателей, теперь для дорогих, поэтому будущий российский минивэн в комплектации для начальства с 2 капитанскими сиденьями второго ряда и галеркой для 3 секретарш в 3-м ряду. Китайский автомобиль отечественного производства в Армении продается за 5 миллионов 400 тысяч в пересчете на рубли. Самый интересный китаец салона – алюминиевый внедорожник «Рокс» шанхайской фабрики пылесосов. Автомобилям «Рокс» уже 2 года. Их вместо пылесосов делают с 2023 года. Модельный ряд состоит из единственной машины с противопожарным индексом 0,1. 0,1 крупный, 3-рядный, при этом в багажнике у него большая кофемашина. Помимо нее на задней двери откидная плитка. Оба девайса инсталлированы в бортовую сеть автомобиля. На задней двери пульт управления и плиткой, и кофемашиной, а также фляга с молоком для капучинатора. «Рокс» гибрид. Слева у него привычный нам бензобак и подсказки про октановое число на арабском, английском и русском. Каждому приличному автосалону полагается немного старины. На Armenian Auto Show была отдельная экспозиция.
Opel GT 1968 модельного года по прозвищу «Европейский корвет», редкий в любой комплектации. Передняя подвеска у него независимая на поперечной рессоре. Сзади неразрезной мост на пружинах. Двигатель смещен в базу. Стартовый мотор объемом 1,1, мощностью 65 лошадиных сил. Но все брали опционный мотор 1,9, мощностью 115. В те годы в Европейской школе автомобилестроения все было скромнее, чем сейчас. Но даже при таких сдержанных возможностях ездил Opel GT азартно, быстро, умел удивлять. Mercedes V18, он же тип 290, 1934 года, не избежал региональной фетишизации, вместо реставрации подвергся обожанию. Взамен исторической достоверности получил местное представление о прекрасном. Автомобиль щедро улучшен. Конструкция исправленная и дополненная. Но двухцветный окрас вполне допустимый. Белый кузов с синими крыльями Mercedes себе позволял. Москвич-407 1962 года такого цвета не был. Но в остальном хорош, аутентичен, оригинален, любим, ностальгичен. Хорошее впечатление произвел скромный стенд Shell, подлинник посреди Китайского моря и одинокого корейца. В России оригинальный Shell недоступен, контрафакта залейся. В Армении присутствует официально. Обнадеживает. Весь год в Литве кипят автомобильные мероприятия. Гремят фестивали, сверкают выставки, зажигает дрифт. А потом все вместе едут на дрэг-рейсинг. Здесь все. И ретро-парады, и люди с выставок, и участники фестивалей, а больше всего тех, кто дрифтовал на каждом куске сухого асфальта. В Каунасе на аэродроме финал чемпионата Литвы по дрэг-рейсингу. Начали в субботу, закончили в воскресенье. Сотни команд, тысячи людей, машины до горизонта, мотоциклы, конструкции повышенной сложности. Если для самого популярного в молодежной среде технического вида спорта дрифта годится любое ведро с мотором, то для дрэг-рейсинга необходим мотор с ведром. Все прочее допускается вполне стандартным, но если нет мотора, нет и дрэгстера. Зато с парой турбин под стандартным капотом в кузове старой Audi получается не только нервотрепка со светофора, но и большой спорт. Поскольку на старт разрешено заявляться на чем угодно, посоревноваться приезжают даже те, про кого подумаешь в последнюю очередь – спортивные автомобили. Ведь это крайне редко случается, когда горячего скакуна берет такой же горячий джигит. Обычно номер построен на контрастах, верхи не могут, а низы хоть и хотят, но их не для того покупали. Зато в Каунас на летное поле
Приехали те исключения, когда машину брали, чтобы использовать по прямому назначению, включая настоящую борьбу. Литовцы очень рукастые. Смастерить гоночную машину могут из чего угодно и с размахом, мало не покажется, оставив от оригинала только документы. По паспорту это Альфа-Ромео 75-я, 85-го модельного года. Она всегда была бойкая и кипятила кровь не только Италии, но и Америки, ради которой выпускался специальный двигатель в 2,5. Вершиной гаммы оставался мотор V6, 3-литровый. Особое вдохновение аудитории вызывал 2-литровый Twin Spark со впрыском и изменяемыми фазами газораспределения. Здесь под капотом, конечно же, ядерный реактор, ничего серийного не осталось, как и вообще в целом у автомобиля не осталось ничего серийного. В оригинале коробка передач у 75-й Альфы стояла в стык с задним редуктором, что обеспечивало отличную развесовку. Здесь развесовка такого значения не имеет. Я не узнаю вас в гриме. Что за боевой солнечный зайчик для быстрого прыжка на пьедестал? Под такое изделие можно выбирать документы от любого автомобиля. Но все же это Seat Cordoba первого поколения. Как писал журнал «Автопилот» времен Саввы Симонова, Ибица, Толедица, Кордобица, помолодевшая, посвежевшая, озверевшая. А тут вы ни в коем случае машину не угадаете. Первая мысль Volkswagen Жук неправильная, хотя эпоха явно предвоенная. То есть это вполне музейная машина, которой по паспорту не меньше 80 лет. Но после клинической смерти группа энтузиастов-эксгуматоров, позвавшая на подмогу Святой Дух целителя Имхотепа, добилась потрясающего геронтологического результата. И теперь это гоночная машина с чемпионскими намерениями. Так вот, это Fiat Topolino 1936 модельного года. По документам. Motociklų drage visą laiką susisiekite su roadhogsais. Stipriai susimėto Donatas Drukovas su sakė, jie tiks 14. Mes pavyks išvengti nemalonių incidentų. Važiuojame 7 sekundės. Как видите, нет такого пыльного дедушкиного дивана, из которого не получилось бы сделать подкидную доску. А вот классический дрэгстер, как и полагается, американец. Этот вид спорта придумали в Америке в продолжение ковбойской скачки на четверть мили. Когда эпоха лошадей закончилась, традицию выяснять, кто первый домчит до салуна, передали эстафетной палочки автомобилям и с тех пор гоняются всей Америкой на 402 метра с места в карьер. Каноническая машина для дрэг-рейсинга, заднеприводная, похожая на тираннозавра. Передние колеса почти атрофированы, задние огромные. «Шевроле Нова» 1965 года. Дрэг-рейсинг максимально прост. Американцы его любят за наглядность. Двое дали по газам и помчались кто быстрее. И так сутки напролет, на выбывание или на время. На исходе дня
ближе к сумеркам, никак не сократив ряды участников, все еще кипит нескончаемое состязание, неутомимо выясняя, кто же самый быстрый и потому самый первый, демонстрируя, как на самом деле много людей стремятся бросить все и умчаться в закат. Вопросы, ответы, реплики. Remote TTL. Те, кто сравнивают СССР и Россию, идиоты и сумасшедшие. Согласно Конституции, статья 67.1, Россия является правопреемником и продолжателем СССР, не Российской империи, не Киевской Руси, а СССР. Нынешнюю Россию можно сравнивать только с СССР, и никак иначе. Он вам Димон. Асланян, ты сам-то работал от звонка до звонка? Бездельниками называешь людей? А ты в курсе, что, работая на кого-то, ты его делаешь богатым, а не себя? А теперь расскажи мне смысл ходить на работу каждый день до конца жизни. Эксперт, ё-моё. Дима, не вздумайте ходить на работу. Ни дня. Страна вас не вынесет. Андрей Шестаев. Вы упустили один щекотливый момент. Корейцы-националисты. Все замечательное, что вы рассказали про корейцев, это проявление корейского национализма. Да, вот таким может быть национализм, проклинаемый всеми прогрессивными гуманистами. Любая нация считает себя лучше, исключительнее, важнее. И любая страна. Все националисты, но при этом не все труженики. На сегодня все. До свидания.